О, привет. Здоров! Итак, буквально сегодня, несколько часов назад, наконец-таки мы забрали свою коробку. Мы, если быть точным, VIP, потому что я Far Cry 6 себе не покупал. И давайте посмотрим на эту огромную штукенцию. Давайте не будем долго тянуть и откроем ее. Давай! Сам я Far Cry 6 пока еще не брал ни в каком из видов. Ни фигурку главного диктатора со своим сыном, ни игру, ни коллекционный набор. Вот. Но Ви у нас настоящий фанат серии Far Cry, и поэтому он просто не мог его не взять. Ха, чувствуется любовь. Да, стоила она 5949 плюс 200 рублей доставка. Сверху нас встречает обычный лист картона, а под ним у нас выемка под диск. Потому что на самом деле, ребята, то, что в России придется как коллекционный набор без диска, ну, в общем, вы поняли, то есть выемка для диска нужна, собственно, именно для диска. Потому что на самом деле такое понятие, как коллекционный набор без игрового диска, это представлено для удешевления, собственно, самого издания. Подумать только. По поводу изданий. В России представлены только два издания, ну, дисковые. Собственно, сама игра за 4,5 и игра с неким бонусом в виде косметики. Еще за 500 рублей. Какая огромная бандура. Так. Ну и плюс коллекционный набор, который саму игру в себя не включает, как вы уже поняли. В другом же мире изданий дисков гораздо больше. Сама игра, Gold издание, ультимативное издание и в коллекционном издании, ну то бишь вот в этой коробке, находится как раз таки версия диска с сезон пассом, то бишь самая полная версия игры. Продолжай. Итак, коллекционка у нас просто огромная. Собственно, надпись гласит, что это коллекционное издание Far Cry 6. Здесь она у нас крепится какими-то просто смешными кусочками скотча. Ну и с разных сторон полностью в символике. А сзади и спереди показана главная составная этого коллекционного издания. Это огнемет. И именно это главная причина, почему я эту коллекционку не взял. К сожалению, мне такие вещи не очень нравятся. Мне больше интересны фигурки персонажей, либо их злодеев, как было всегда в серии Far Cry, да. Поэтому фигурку с антагонистом я обязательно возьму, а вот коллекционку решил не брать. Единственная коллекционка такого типа, которую я взял, была Just Cause, где в ней был огромный нарукавник с крюком, и, собственно, потом я эту фигурку отдал хорошему человеку одному, потому что мне она никак была. У нас тут все очень интересно выглядит. Давайте, наверное, чтобы все это не выпало, как уже было с некоторыми вещами, будем доставать. У нас тут целый пласт. Первый пласт у нас в коллекционке это различный став дополнительный. Ну а следом, ну ладно, выглядит это очень круто. Выглядит это действительно круто. Собственно, детали огнемета. Ну, с ними мы разберемся после. Вообще, знаете, если честно, когда смотришь на по-настоящему огромную коробку, как было в Киберпанке, Ведьмаке или, например, в Titanfall 2, который, к сожалению, мне не достался, то внушает все-таки вот эту вот, крутость проекта, который ты держишь в руках, потому что это здорово. То есть, что такое маленькая коллекционка? Достал, корону достал, диск достал, ну, собственно, все. А тут прям копайся, не перекопайся. Ну что, давайте смотреть, и начнем мы с самого главного, то, что я собираюсь оставить себе, отжать. Это офигительный брелок с собакой, которая, к сожалению, калека. Чарита? Чариза. По названию Чариза. Это, если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь в данном случае, это спутник, один из спутников, который может быть с нами. У нас теперь нет компаньонов людей. Мы можем играть в Far Cry 6 вдвоем. И, естественно, любая игра, которая имеет кооперативный режим, должна быть пройдена в кооперативном режиме по возможности. Надеюсь, у вас ведь есть друзья, да? Ну, хотя бы один. А как насчет тебя? Брелок у нас запечатан степлером. Открывать я его не буду. Все-таки, ну, вот наш оператор говорит, что можно, в принципе, открыть. Тогда откроем. Все равно, еще раз говорю, я собираюсь оставить его себе. Поэтому для себя я вообще-то хотел его оставить запакованным. Но давайте откроем. На самом деле, я уже смотрю на эту крышку, и мне кажется, что, ну, как бы 6000 на это можно потратить точно. Собственно, брелок действительно очень милый.
С очень интересным крепежом, скорее не для ключей, а для какого-нибудь рюкзака и так далее. Сделан на самом деле не так тонко, как хотелось бы, но очень мило. Давайте смотреть, что у нас дальше. Дальше у нас саундтрек из 17 композиций. Кстати, ничего не слышал по поводу музыки Far Cry 6. Насколько она хороша. Отзывов уже много на эту игру. К сожалению, большинство из них не очень положительные. Но, как я понимаю, большинство людей просто недовольны застоем, который существует в компании Ubisoft. Опять 25. Все вокруг такие ранимые. Но, впрочем, говорят, что Far Cry 6 это последняя часть в таком стиле. Будет переосмысление серии, и непонятно вообще, будет ли Far Cry 7, или это будет что-то типа перезапуска. Дальше у нас под конвертом, саундтреком лежит пак стикеров. И могу сказать, что мне действительно нравится эта коллекционка все больше и больше. Довольно много наклеек. Свобода. Различные надписи. Мотивационное сопротивление. Их действительно много, это круто. О, какой-то крокодил или кайман с надписью из Яры с любовью и отгрызает ногу человеку. Надписи Far Cry, ну и различные стикеры с коктейлями Молотова и так далее. Ну и последний, самый классный, потому что петух, который дышит огнем, это еще круче, чем просто петух. Вот. Вообще, знаете, интересная тема с курицами и прочими, потому что есть игры, которым это целое, не знаю, посвящение какое-то идет. Например, когда-то, играя в одну игру, я носил гордый титул Курощупа. Да. Стилбук, очень крутой стилбук, обалденного цвета, с глянцевыми переливающимися вставками. Сбоку надпись Far Cry 6, символизм, сзади у нас какая-то символика. Открываем, и внутри у нас, видимо, улицы нашего города. Стилбук действительно очень красивый, без рельефных поверхностей, но очень красиво отливают некоторые вставки. Кстати, стилбуков на самом деле существует 4 вида. Под стилбуком у нас находится еще кое-что, если быть точным, это у нас карта. По традиции любого Far Cry у нас представлена карта, в этот раз острова Яры, вот с такой надписью сзади. Собственно, не знаю, была ли она в третьем Far Cry, но во всех остальных она была. Причем именно такого формата. Да, здесь у нас очень симпатично представлен сам остров. С олдскульными такими пометками. Ну а с другой стороны рекламные брошюры и вид на город. Тут у нас рекламируются воздушные линии Яры. И Министерство туризма говорит, что исследуйте. Видимо, исследуйте бары. С уродливым барменом. Ну и последнее. Огромный артбук, да? Угу, не последняя, не последняя. Итак, Яра будет свободной, написано сзади. И в целом это скорее напоминает какую-то книгу. В общем, видимо, это некая поваренная книга человека, который находится в оппозиции в Яре. Итак, давайте посмотрим его. Действительно, это артбук. Far Cry 6 гласит надпись. Опять Far Cry 6 гласит надпись. И, собственно, пошли арты. Очень круто сделаны, потому что они у нас сделаны с фотореализмом. Различная природа, места отдыха, котик, черный котик и персонажи. В целом Far Cry 6 будет здорово поиграть, я в этом не сомневаюсь. Могу понять обе стороны, и те, которые говорят, что хватит уже это делать, и ставят низкие оценки этой игре, но также считаю, что, кстати, вот вам крутейшая диспозита, который является Эль Президенто. Для тебя я сеньор президента! Но также считаю, что, знаете, Ubisoft, конечно, компания, так скажем, которая делает одни и те же игры, но когда ты хочешь пострелять, ты просто берешь Far Cry, и ты знаешь, что от него ожидать. Поэтому я к нему более благосклонен, чем многие другие. Ну, а тем временем у нас пошли персонажи, места и горящие машины. Текста практически нет. Полноценный артбук. Мне его запах аж сюда. Да, жесть, прям обожаю этот запах новизны. Различное оружие, крафтовое. Это, кстати, вопрос спорный. Все-таки мы играем не в Saints Row, а Far Cry, поэтому пушки, которые стреляют фейерверками и взрывают при этом вертолеты, наверное, не очень смотрятся. Хотя, смотря в каком соотношении.
Не знаю, все-таки Far Cry всегда был тоже про веселье отчасти. Ну и теперь точно у нас последнее, что лежит на нашем верхнем пласту коллекционного издания. Нет, не последнее. Это у нас схематичное изображение нашего огнемета, который мы сейчас будем собирать на картонном листе. А сзади у нас надпись Far Cry 6. Как сказали в одном из роликов, Все эти безделушки выглядят, будто их откопали на свалке. и это действительно так. Вот вам горелка используется, которая свечи на торте поджигают. Вот привод из ветродува, которым листья убирают. Ну и раздолбанная бензоколонка тоже нашла свое место в этом огнемете в виде пистолета, которым заправляют баки. Ну а под низом у нас теперь уже точно последнее, что есть, это инструкция, которая гласит «Опасность». И она у нас представлена на аж 16 языках, один из которых русский. И он гласит, что это высококачественная модель огнемета Тостадор, представленного в игре. Комплект состоит из 7 деталей, а длина его 72 сантиметра. Внимание! Это не игрушка. Продукт представляет собой нефункционирующую копию реального оружия для частной демонстрации. Представители органов правопорядка и другие лица могут ошибочно принять изделие за настоящее оружие. Для вашей безопасности в комплект входит оранжевая насадка. Если вы, несмотря на предостережения, собираетесь демонстрировать изделие в каком-либо общественном месте, не убирайте оранжевую насадку. Вы несете полную ответственность за возможные последствия от модификации и демонстрации данного предмета. Нецелевое или неосторожное использование может привести к серьезным травмам и смерти. Звучит опасно. Ты будешь прямо супергерой. Ты на публике появляешься с огнеметом, и все такие, ничего страшного. Страшно, у него оранжевая насадка. Приступаем к самому интересному. Началось! Нам явно пригодится наша схема по сборке. И достаем куски нашего огнемета. Первый у нас пласт состоит из 4 деталей. А дальше у нас картонный лист. Коллекционный картон. Мой любимый. И еще. Еще. Комплект. Как все массивно, по-брутальному. Ну что, поехали. Сначала берем шланг от нашей бензоколонки. Это у нас деталь под номером 1. Черт, чуваки. Да это же настоящий металл. Да ты гонишь. Но нет, к сожалению, нет. К сожалению, это все очень качественно выполненный пластик, очень качественно покрашенный. Трубка действительно резиновая. Могу поверить, что это действительно болты. Действительно металлическая поверхность с гайками, с очень потертой покраской, с потертой ручкой. Покраска офигительная просто сделана. Но, к сожалению, сжечь своих соседей. Но, к сожалению, использовать его по назначению не получится. Вот, дрова там растопить. Так, берем следующую деталь. Это у нас, собственно, мотор из какой-то ветродувки. Детали, кстати, довольно легко сделаны. В смысле, они не сильно тяжелые по весу. Довольно-таки легкий пластик, но очень классный. То есть, смотрите, то, что должно гнуться, гнется. Резиновые части. Некоторые очень мягкие. Можно сломать при неаккуратном использовании. Этого мы делать, конечно же, не будем. И у нас что-то у нас скреплено. Еще раз повторяю, очень круто все сделано. Поверхность, которая как будто бы сделана из ткани, действительно выглядит, как будто бы это ткань. Резиновые провода действительно сделаны из резины. В общем, покраска решает. Хочу заметить, что скорее всего, судя по креплению, после того, как вы соберете частично либо весь этот огнемет, обратно вы его разобрать уже не сможете. Такое у Ubisoft уже было с копьем. Мой товарищ так очень хорошо попал. То есть он пришел в магазин, ему решили показать, как это копье собирается, а обратно оно уже не разбиралось. Впрочем, копье классное, он его себе забрал и доволен. Тяжелое, кошмар. Вот, и мне кажется, судя по креплению, это тот самый случай. Я сейчас только что предложил моему любимому оператору и хорошему другу, чтобы он это сделал сам. Все-таки коллекционка это его, но он не хочет. Поэтому... Все ради видео. Но все ради видео, поэтому это буду делать я. Приступаем. Ну, и вот с таким щелчком у нас произошло чудо.
очень туго заходило. Естественно, обратно его уже разобрать не получается, так что в ролике с диспозита все-таки было немножко не то показано, но на то он и ролик. Давайте дальше. А то, мне кажется, это видео затянется просто на огромное количество времени. Я, честно говоря, в восторге. Я, правда, по мне, может быть, не видно. Сейчас довольно много времени уже. Я очень устаю в последнее время, но... Черт, я давно не испытывал такого ощущения, распаковывая коллекционное издание игры. Ладно. Третий пункт. Третий пункт у нас идет, собственно, сама насадка дула, которая будет топливо подавать. Тут у нас оранжевая заглушка. Чтобы все поняли, что эта штука безопасная, сейчас не готова к использованию. Написано, что это Light 15G. И вообще выглядит это, блин, просто офигительно. Ребята, резиновые вставки это очень круто. Если в фигурке присутствуют вставки из различных материалов, это просто втройне качественней. Давайте мы ее теперь присобачим дальше. У нас она идет, вот эту мы поднимаем. Так, ну это тоже путь в один конец. И, наверное, это последний раз, когда я об этом говорю. Могу сразу сказать, модель эта обратно не разбирается. Вот, просто имейте в виду. Так. О, каждая деталь важна. И теперь мы можем наш показатель топлива. Прикольно, прикольно. Теперь понятно, что этот кабелечек, скорее всего, тоже куда-то приставится. Так, следующее у нас идет, ага, отдельно. Теперь у нас сразу баллон и вот такая вот загогулина. И надевается это у нас, ну, в принципе, здесь все просто. Кстати, хочу сразу сказать, что, ну, я просто, честно говоря, в восторге. Я не ожидал такого. Но здесь настолько все круто покрашено, что этот баллон имитирует грубую покраску кисточкой. Грязную бумагу. Кстати, бумага это наклейка. Это наклейка. И она как бы грязная, местами подтерта, местами порвана. Сам баллон грязный. Круто, круто. Так, ладно. А как ты у нас тут вставляешься? Собственно. Это интересно. Сначала крепеж вставляем и закручиваем наш баллон. Цилиндро газ пропано звучит на нем. Все, держится все хорошо. Дальше у нас идет сразу и рукоятка, и горелка. Сначала вставляем рукоятку. Здесь у нас есть два паза. Все, сидит намертво. И вот теперь уже мы продеваем нашу саму горелку в резину и вкручиваем ее. Так, ну что, огнемет практически собран. Осталось соединить последние детали и будет готово. К ним относится крупный шланг и очень маленький шланг. Вроде бы больше ничего. Давайте это сделаем. Крупный шланг у нас вставляется, собственно, вниз нашего аппарата. Ну и осталось последнее, но самое главное, как по мне, это вот этот маленький шланг, который будет подавать, собственно, наш газ в нашу горелку. И, собственно, потом будет происходить всякая реакция. Теперь у нас полноценный огнемет. И да, действительно, ну если бы я увидел человека с таким агрегатом, я бы точно тоже подумал, что это все по-настоящему. Но рыжая насадка вас спасет. Подведя итог, именно конкретно по этой модели, я был неправ. То, что видел я, если быть точным, именно модель крюка кошки из Just Cause, по сравнению с этим, не то, что рядом не стояла, это земля и небо просто разница. Это очень качественная модель. Она большая, я не знаю, куда, допустим, я бы ее мог поставить, она займет, в принципе, ну, нет, она, видите, входит в полку, но при этом могу сказать, что это сделано очень круто и качественно. Это по-настоящему классный сувенир. Ну, в общем, я доволен.
мне очень нравится. Качество материала на высоте, покраска великолепная. Ну, последнее, что у нас осталось к нашему огнемету, это прозрачная подставка с лого игры Far Cry 6, полностью в пленке. Эту пленку все-таки снимать мы не будем, потому что, сразу скажу, ее нужно довести в таком виде, потому что после того, как она будет отлеплена, она будет подвержена царапушкам очень сильно. Кстати, что забавно, они даже вот этот мягкий пластик, где хранились детали для огнемета нашего, укрепили картоном. Действительно, к деталям они подошли очень хорошо. Подставка, разумеется, на самом деле прозрачная. Мутная она у нас только потому, что она, собственно, в пленке. И как она у нас вставляется? Ну, вставляется она у нас так. Нет, 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 нет. Может быть, она вставляется так. Нет. Нет. Значит, она все-таки вставляется вот так. На самом деле, здесь минуты 3, не знаю, 4, 5 минут была пауза, потому что мы вдвоем пытались поставить эту штуку так, как она должна стоять. Я был уверен, что она ставится каким-то образом вот так, потому что это, в принципе, логично. Но оказалось, что вставляется следующим образом. Вот так. Сейчас мы ее обязательно вставим еще раз вместе с вами. Опа! Так что огнемет у нас полностью прямо располагается и выглядит очень круто и красиво. Итак, перед нами типичный огнемет повстанцев. Вот именно такой комплект мы получаем за 8500 рублей. Знаете, по современным ценам, я думаю, даже, по эмоциям, которые я испытал сейчас, распаковывая, собирая даже это огнемет, и, в принципе, это коллекционное издание, могу сказать, что 8500 оно стоит. 6000 рублей оно стоит тем более. Даже при том, что я не любитель такого рода фигурок, мне очень понравилось. В целом, коллекционка вполне себе обычная для компании Ubisoft. Они всегда делают качественное коллекционное издание, я всегда это говорил и буду говорить. О качестве игр пусть каждый решает для себя сам. Могу сказать также еще пару слов именно о так называемом коллекционное издание без игрового диска. В целом, я сам даже за такие издания, потому что, условно, был бы там диск, стоило бы, не 8500, а 1012-13. При этом этот диск откладывается в долгий ящик, потому что времени, например, на игры сейчас нет. А когда ты в нее наконец-таки поиграешь, купить ее можно за 1000 рублей в любом магазине. Но все-таки, если это коллекционный набор без игрового диска, он воспринимается немножко по-другому. Поэтому, если бы в этой коробке на самом верху лежал диск с игрой, который бы мы с вами посмотрели, ощущения были бы еще более полные. Но зато цена хорошая. Вот, на этом давайте закончим. Играйте в хорошие игры и до встречи! Снято, мне пора.